Я вообще училась не в архитектурном, а я юрист по образованию, то есть я 10 лет училась в Кембридже. Я проработала полгода бесплатно. Наши возможности, они, наверное, уже сейчас бесконечны. На сегодняшний день наши специалисты разрабатывают дизайн-проект на 5000 квадратных метров в Дубае. У нас такая задача или миссия — давать другим работу. Почему мы раньше об этом не знали? Спросите вы, и мы рассказываем. Кто переехал в Барселону, кто занимается строительством или, может быть, дизайном, хомстейджеры или просто люди, которые решили начать новую жизнь с нового листа в новой стране. Конечно же, хочется, чтобы дом был уютным, красивым и функциональным. А кто за это отвечает? Ну, конечно же, Forum Group. Это очень престижная компания, о которой мы начинаем серию роликов на нашем канале «Реальные персоны Барселоны». Ведь Барселона должна знать своих героев. И у нас в гостях Екатерина, это соучредитель Forum Group. Сейчас подробнее Екатерина расскажет о том, что это за компания, кому из вас она может пригодиться и почему так долго ее не было в эфире. Кать, привет! Добрый день, Женя. Да, немножко расскажу о нас. У нас компания занимается комплектацией строительных процессов, непосредственно от проектирования проекта до поставки различных материалов, а также встроенной и мягкой мебели. Мы совершенно недавно открыли наш шоурум, куда клиент может прийти, пощупать, обсудить. Посидеть, поваляться посидеть, можно, поваляться, да? конечно. А у тебя были определенные параметры, да? То есть я хочу там высокие потолки, большие панорамные окна, площадь, не знаю, доступ, город. Вот были какие-то, да? Однозначно были определенные критерии, то есть нам нужно было не менее 200 квадратов для того, чтобы хотя бы поставить какую-то мебель, экспозиции, образцы и так далее. И образцы, они все время накапливаются, то есть должно было пространство, должны быть несколько рабочих мест, должно быть, естественно, где-то большое пространство, чтобы сесть с клиентом, с большой командой, обсудить какую-то техническую задачу, то есть если стоит задача проектирования, соответственно, мы работаем на сегодняшний день с лучшими специалистами, это пришло с опытом, с годами, мы собрали классную команду архитекторов, дизайнеров, строителей, вот, и начала искать, мне заняло 6 месяцев, чтобы найти пространство, я объездила всю Барселону, это такая ответственность, это достаточно большие вложения, потому что никто тебе бесплатно, чтобы вы понимали, ничего не дает. То есть даже если вы рекламируете, условно, не знаю, там, столы, стулья, диваны, нам никто ничего бесплатно не дал. Платите, потом ставьте. Мы покупали каждую позицию. Все напичкано. Я нашла, захожу, заколоченное просто фанерой окно, значит, захожу внутрь, но я вижу, что это большое. Ни электрики, ни кондиционирования, абсолютно может просто быть, голые стены. Да, наверное, чтобы да. ты сделала так, как тебе хочется, Да. так, как ты это видишь. А представь, если там было уже, ну, там, какой-то ремонт определенный, не знаю, проведена электрика, которая тебе вообще не нужна, или нужна в другом месте, Согласна. или она старая, а ты все равно за это должен платить. Так лучше же для себя. Согласна, но у нас еще, как бы видишь, было несколько критериев для того, чтобы находиться где-то между, условно, Коста-Бравой и между Барселоной. Потому что все-таки там дома, там частный сектор, да. там огромные такие частные территории, объекты, а здесь у нас город. И у нас получилось так, что пока я объездила всю Барселону, я ничего не нашла в плане помещения. Как-то меня вот один из агентов, причем я уже на ежедневной основе стала общаться там с 20 агентами, потому что ни у кого нету больших локалей.
Вот, соответственно, один вот приезжает, показывает мне от Барселоны 25 минут, ты едешь по трассе без пробок, съехал с трассы, тебе не нужно в какой-то город въезжать, то есть мы в очень удобном месте находимся. Огромнейшая парковка, большое, как бы, большое само пространство, зеленая улица красивая, еще называется у нас Плаза Италия. Поэтому, поэтому Слушай, ну это знаково прям знак, было. да. То есть теперь самое главное, чтобы нас пригласили в гости, чтобы мы все это сняли Обязательно. специально для вас. Вы увидели, убедились и потом уже приняли решение о том, чтобы работать, да, посетить и лично познакомиться как с Екатериной, так и с ее пространством и форум-групп. Скажи, пожалуйста, а с чего все началось? Вот самая ключевая стартовая точка, вот откуда, да? Какой запрос пришел, и ты решила, все, открываю компанию. Ну, на это сложно, наверное, ответить. В целом, Ну откуда ты пришла, да, из я какой-то после сферы? университета попала в архитектурное бюро, в юридический отдел. Мне было безумно интересно, что же все-таки вот делают архитекторы, что делают дизайнеры. Соответственно, пока я возилась с бумагами, оформляла контракты и так далее, изучала какие-то нормативы, все равно это была такая вот не совсем интересная история. И я попросилась несколько раз выехать на объект, чтобы посмотреть, как это происходит, что Мы делают. будем узнавать откуда, где это было вообще? Компания какая? Ну, я думаю, что нет, потому что это было в Англии, небольшое архитектурное бюро. В Англии это же круто, почему так скромно? Ну, это был Супер! на тот момент это не было какой-то Так большой. или иначе, то есть или- это не какая-то там деревушка, да, Это было в действительно- Лондоне. Вот, Лондон. Шикарное начало. Итак, ты выехал на объект, твои первые впечатления. Это было безумно интересно, это было не скучно, это была, наверное, такая некая любознательность, и вживую увидеть то, что ты оформляешь в бумагах, это вот, наверное, это было просто вот таким знаком, что это мое, потому что я сама по себе организатор, и я люблю ежедневную такую разноплановую работу, то есть я не могу сидеть вот и концентрироваться на одном. Мне нужно постоянное движение, мне нужно постоянное общение, и я в тот момент как раз-таки увидела, что действительно это мое направление, в котором я могу двигаться. И когда тебе дали первый проект или когда ты сменила вот это направление? Ну, во-первых, начнем с того, что я вообще училась не в архитектурном, а я юрист по образованию, то есть я 10 лет училась в Кембридже, потом приехала специалистом... Не просто так, да, Кембридж все-таки. Специалистом в Лондон. Опять же, очень было сложно на тот момент пробиться на какие-то позиции, еще я и иностранка все-таки. Пришлось вот посидеть над контрактами, потом первые стройки, потом я уже стала проситься, а можете ли меня поставить куда-то в project management, потому что они тоже увидели, что я там в плане помощи, звонков, организации каких-то переговорить, наверное, какие-то мои дипломатические способности, когда я могла урегулировать там конфликт между кем-то или попросить вежливо того или иного специалиста, слушай, ну давай сделаем, пожалуйста, мне так надо, мне так это важно. Меня заметили, вот, ну и, соответственно, дали уже какую-то другую роль, где я могла руководить. Руководить сначала, конечно, это были какие-то небольшие задачи, но, тем не менее, они уже были достаточно серьезными, и у меня появилась какая-то вот первая ответственность. Творческая личность твоя когда начала проявляться? Потому что ты видела все только в цифрах и текстах, или все-таки были чертежи, были Нет, чертежей приложены никогда какие-то? не было. Нет. Ну, как бы То именно есть в ты моей видела роли... только какие-то текстовые документы? Больше, да, это именно контракты, то есть оформление контракта между клиентом и между архитектором. Но, тем не менее, когда, конечно, уже я вышла на более серьезный уровень, это тоже заняло несколько лет, появились первые клиенты. Твои личные Мои клиенты? личные клиенты, которые сказали: Кать, слушай, вот покупаем недвижимость в Лондоне, ты работала вот в архитектурном бюро, знаешь тех, кого ты можешь порекомендовать и так далее, мы тебе там условно заплатим за твои сервисы, формируй команду. И Ты вот могла работать параллельно?
Да, я могла работать параллельно, то есть в любом случае я была устроена в архитектурном бюро, но при этом я могла вести своего клиента, привести его в то же архитектурное бюро, то есть, но у меня были еще дополнительные задачи, то есть абсолютно прозрачный процесс. Я сама всегда за то, чтобы все знали все, как бы, то есть, понимаешь, и не было каких-то вот там я работаю параллельно, мои архитекторы чего-то не знают там и так далее. Нет, клиент доверял мне, все переговоры шли в основном со мной. Во-первых, были такие клиенты, у кого были и языковые, в том числе, барьеры, и мне приходилось перевести, объяснить, То есть это рассказать. русскоговорящие клиенты? Первые, да, потому что ну, так сложилось, несмотря на то, что как бы я владела английским языком, в любом случае как бы ты себя как-то не абстрагируешь от русского общества, от русскоговорящего общества. Вот, поэтому, когда иностранец попадает в Европу, на тот момент Англия еще была в Евросоюзе, все равно наши ищут наших, то есть какие-то дополнительные сервисы, мы все равно клиентоориентированные более. То есть все-таки язык достаточно большую роль в этом случае сыграл, 100%. да? Твои первые клиенты были, Да. ну и требования у них, менталитет, да, абсолютно другого уровня. Да. Какой был первый факап? Вот мы говорим сейчас все время про успех, да, про рост. Когда ты сказала, блин, здесь я очень большую ошибку допустила? У меня был заказ. Я вела, значит, проект. Достаточно все было, складывалось успешно, классно. И клиент решил на какой-то из позиций сэкономить. На тот момент у меня не было этих экономных позиций, но я думаю, ну ладно, как бы клиент хочет, подстроюсь под него, найду нового поставщика, хотя я к этому отношусь очень осторожно и работаю только с проверенными компаниями, соответственно, с людьми, которых я уже там знаю, к которым обращалась до этого. И у нас вот, поскольку клиент настоял, чтобы обрезать бюджет, я как бы пошла на это и связалась с новым поставщиком. Соответственно, заказ был принят. В день доставки мне поставщик говорит, трейлер не едет. Я говорю, как не едет? У нас через 2 дня у нас запуск этого проекта. Он говорит, ну вот там чего-то как-то, и я понимаю, что он съезжает. Как-то вот все неоднозначно, он мне конкретную информацию не дает. То есть бывает такое, что доставка, понятно, может немножечко оттянуться день-два, но тебе все равно дается какая-то конкретная информация. И тут я как-то понимаю, что что-то не то, звоню через день, звоню через 2. В общем, короче, этого поставщика нет. Не отвечает, заказа нет, деньги оплачены, соответственно, я ответственное лицо за этот заказ. С тех пор ты проверяешь всех? Да. А ответственность, наверное, финансовую уже понесла? Я проработала полгода бесплатно. Соответственно, я со своего кармана выплатила, но проект в итоге завершился. Компенсировала заказчику, да. Мы пожали руку, обнялись, меня поблагодарили, вот, но тем не менее, как бы для меня это был хороший урок. Ну, выводы ты сделала, Да. это отлично, да, все мы учимся на ошибках, конечно, лучше на чужих, но никто не застрахован. Ну, всякое бывает, но тем не менее, наверное, это вот очень давний такой урок, который тоже дал мне какую-то определенную закалку. Слава богу, что это был недорогостоящий какой-то материал. Тем не менее, на тот момент для меня это было, конечно, поработать полгода бесплатно и отдать весь свой заработок за этот заказ. Это было неприятно, но это жизнь, и мы учимся. Мы начали в Лондоне. А где же у нас Барселона? Вот каким был вот этот вот переход? В Барселону я попала тогда, когда я решила сделать какой-то карьерный брейк, немножко отдохнуть, потому что были тоже достаточно сложные проекты, бесконечная занятость. У меня были достаточно маленькие дети на тот момент. И погодные условия. Я сразу же об этом подумала наверняка, да, такое немножко депрессивное состояние. Я помню этот день, сильный дождь лил. Мы ехали куда-то вечером в машине, муж говорит, Катя, давай попробуем где-то, может быть, пожить, где погодные условия
То есть более это он предложил, приятное. не Да. ты решила, так, Нет, все, бросаю да. мужа, забираю детей и лечу в солнечную Испанию. Нет, Да. инициатором был муж. И я ему говорю, а давай. Он поворачивается на меня резко и говорит, серьезно? Я говорю, серьезно? Я говорю, поехали попробуем. И вот мы, короче, очень спонтанно, в принципе, мы рассмотрели несколько стран потенциальных для переезда. В целом нас Барселона устроила погодой, близостью морем, горы. Здесь непосредственно аэропорт как бы в близости, поэтому было удобно, потому что мне в любом случае я понимала, что мне нужно будет летать куда-то, то есть и по работе в том числе. Вот, приезжаю в Барселону, и, ну, наверное, так сложились звезды, мне дают сразу проект. Через знакомых знали, что я в целом человек ответственный, знали, что я project менеджер, вот, и мне дали достаточно большой проект коммерческого назначения, где мне нужно было собрать точно так же специалистов отдельных, команду, кто его реализует. Методом проб и ошибок я вообще понимаю, что в Барселоне найти хороших специалистов это очень сложно. Люди Без языка, без знания нормативов, менталитета испанского, потому что все-таки вы приехали не из Мадрида, там, а из Лондона, из другой страны именно абсолютно. коммуникация выстроена по-другому. Искали Сиеста, наших также? фиеста, маньяна. Пасадо маньяна, ла семана que viene. Да. 3 первых слова, да, которые ты мы в все здесь понедельник учим. что-то начинаешь, в пятницу тебе отвечаешь, что в следующий понедельник у тебя что-то будет. В следующий понедельник ты опять начинаешь, а что у нас, почему еще нету? Они говорят, ну, туда-сюда, завтра-завтра. И вот, короче, таким образом я не ориентировалась на национальность специалистов. Мне больше важно было вот это вот легкая коммуникация, то, что человек приехал, знает свое дело, сделал, или, по крайней мере, если он пообещал, он в тот же час и в тот же день вернется, то есть доделать там или реализовать какую-то, то есть работу. Ну, вот он сделал классно, все, вы приняли, а потом вылезает что-то, что Нет, вы не ожидали. но в таком проекте ты в любом случае обращаешься к компаниям, то есть не к каким-то там, да, частным предпринимателям, который там может исчезнуть, не ответить там и так далее. В любом случае ты как бы подготавливаешь почву для того, чтобы у тебя были и гарантии, и вернулись, и тот материал, который установили или там починили, он все-таки как бы мы имели возможность вернуться к тому же специалисту. Ну, то есть это официальное юрлицо должно быть Да, зарегистрировано. конечно. Вот. Ну, И конечно. с чем вы столкнулись? Вот что больше всего вас поразило, помимо того, что откладывали, да, вот это, может быть, типичная, да, испанская пасадо маньяна, вот что еще? Ну, наверное, необязательность людей здесь в целом. То есть... Пообещали 10 квадратных метров, а привезли, не знаю, 7,5. Ну, это, больше кстати, на плане не было. С материалами все более строго, но в плане вот самого человеческого фактора было немножко сложно. Не подстраиваются. Что не подстраиваются, опаздывают. То есть если у тебя есть график, и кто-то опоздал на полчаса, полчаса опоздали, потом еще придут, покурят, выпьют кофе, как бы, то есть... Потом пойдут позавтракают. Нету четко, а у тебя как бы ты приехал с Лондона, у тебя все расписано по часам, понимаешь, то есть ты гиперответственный. Мало того, здесь я поняла, что никто не общается имейлами, то есть вообще как бы такого нет. И это, конечно, было немножко такой, ну, культурный шок. То есть все либо на словах, по телефону, да, при личных встречах. Но это было, конечно, сложно. И вот пока ты вышел на то, чтобы ты сформируешь ту команду, которая будет отвечать под твои стандарты, а ты всегда отвечаешь перед заказчиком, и твое лицо ты выполнил или нет, кто там выполняет и так далее, в принципе, не важно, потому что ты тот, кому поручили. Вот, поэтому мне всегда, конечно, было безумно стыдно, неудобно, мне надо вылезти как бы из кожи вон для того, чтобы сделать какую-то задачу, а ее реально как бы сложно сделать. Вы позиционируете себя достаточно на высоком уровне в Барселоне, окрестностях и, мало того, на международном рынке. Об этом чуть позже. Давай про Барселону, про окрестности, про местные проекты. Мы виделись с тобой пару месяцев назад, и я вижу, что даже за эти 2 месяца сразу произошел скачок в проектах. Я слежу за тобой. Поэтому давай, не скромничай. Да, честно я скажу, я сама удивляюсь нашему быстрому росту.
наши возможности, они, наверное, уже сейчас бесконечны. Мы работаем мало того, что с более 1200 производителей на сегодняшний день, и мы не привязаны к одному или иному производителю. То есть мы не навязываем один продукт, который там условно нам выгоден, и мы его только продаем. Нет, мы всегда клиенту даем анализ, подстраиваемся под бюджет. Мы работаем на сегодняшний день и с высокопоставленными клиентами, где эксклюзивный материал очень дорогой, где какая-то мебель там дизайнерская, допустим. Но также мы работаем и с инвестиционными проектами. То есть наши возможности, они действительно бесконечны. На сегодняшний день наши специалисты разрабатывают дизайн-проект на 5000 квадратных метров в Дубае. То есть это жилой дом. Там это один дом на 5000? Да. Вот, соответственно, другие проекты, они других масштабов, других сложностей. Каждый из проектов, он индивидуален. Везде сталкиваешься со своими какими-то нюансами, сложностями, какими-то фишками. Сауны, бассейны, какие-то спа-комплексы при доме. Это тоже бывает. А если вот 50 градусов жары, как вы выбираете материалы? Материал, допустим, для Лондона и материал для Эмиратов? Конечно, это все проектирует и закладывает либо архитектор, либо дизайнер. Учитывая погодные условия, это все обязательно учитывается и подстраивается под каждый проект. Вот какой-нибудь необычный проект был, типа, ну не знаю, может быть, комнаты, как из фильма «50 оттенков серого». Вот я хочу оборудовать, я хочу материалы, бархат, какие-то диваны, установки, кровати, я не знаю, там что еще. Вот ты такой заказ выполнишь? Да любой я заказ выполню. Не, ну, наверное, из необычных, когда мы работаем с творческими людьми, и у них есть какие-то идеи, которые нужно реализовать. Например, там состаренный паркет, состаренное зеркало, которое должно быть, там, я не знаю, облицовочным материалом кухонного острова, допустим. Технически такие моменты действительно сложно реализовать. Не каждая фабрика это сделает, не каждый специалист будет работать с таким материалом. Это надо состыковать две разные фабрики, чтобы они между собой работали. Вот это действительно как бы сложно, и мы, в принципе, выполняем любую задачу. А есть заказы на какой-то антиквариат, например? Да. Ты тоже в этом разбираешься? У нас есть специалист, который непосредственно занимается антиквариатом. Это ее специальность. Она ездит по аукционам, она выкупает под заказ определенные там. А на рынок она не ходит? На рынке тоже она ходит. Она летает в Париж, даже просто на день. Утром улетела, вечером прилетела. Она знает конкретно, куда она идет. Она очень крутой специалист, который вот действительно... Потом у нее был заказ, значит, люстры на 2,5 миллиона. То есть это человек, который вот специализирован, она знает, как проверить, как получить сертификаты, там, которые подтверждают подлинность и так далее. То есть можно целый дом купить, особняк, я не знаю, на берегу Марбея где-нибудь, Сота-Гранде. Тут одна люстра. Да, поэтому... А кто клиент был, откуда? Не скажем. Я имею в виду, нет, я имею в виду, из какой страны, города, может быть. Ну, понятно, если это Дубай, там. Нет, это был клиент из Монако. Вот. Тоже там плюс-минус. Вот. Мы, кстати, не один проект реализовали в Монако, поэтому в целом у нас нету какой-то географической привязки, поскольку, во-первых, все наши специалисты, они могут летать, вот, а во-вторых, зачастую это заказы того или иного материала по уже существующему дизайн-проекту. То есть у нас очень гибкие сервисы, и, соответственно, если это заказ одного дивана, мы его реализуем, либо это проект под ключ, либо это просто обставить кому-то квартиру или дом, либо купить, я не знаю, там паркет, свет и так далее. То есть у нас достаточно большая команда, и когда приходит тот или иной клиент, мы вот находим ему выход из ситуации и формируем под его проект определенную команду. То есть если это антиквариат, у нас есть прекрасный специалист Светик, которая сразу как бы начинает работать с клиентом и, соответственно, подбирает то, что ему нужно. Потому что те, кто приходит за антиквариатом, они понимают, чего они хотят,
какой у них есть бюджет, какие у Класс. них там требования и так далее. Мы сейчас говорили о таких серьезных, необычных, да, и очень глобальных проектах на огромные бюджеты. А вот обычный человек, да, вот просто переехал в Барселону, там, решил сделать ремонт в квартире вторичного Да. рынка. И такое бывает Да, тоже. вот обычный человек Для может меня прийти к тебе? абсолютно как бы нету какой-то планки. Вот если меньше, я не берусь. Или Нет, ну понятно, что есть, допустим, люди, которые предпочитают там условно обставить квартиру Икеи. Ну, как бы Икея, она есть, у них есть шикарные свои сервисы, то есть у них там даже отдел дизайнеров есть, которые тебе смогут это все там сконструктировать и так далее. Но мы немножко, конечно, отличаемся от Икеи. Все-таки мы работаем, наверное, с хорошим от среднего, ну и до бесконечного какого-то бюджета. у тебя есть каталог или, может быть, тоже список вот таких производителей, которые локальные, но они прям небольшие, вот как мастерские? Да, мы работаем с местными производителями обязательно. Мы находимся в шикарной солнечной Испании, и здесь есть действительно небольшие производители, например, плитка. То есть, которая делается вручную. У них небольшое производство. Произвести там, допустим, на галерею там 12 метров условно, им занимает около 12-13 недель. То есть нужно вставать еще в очередь. Вы можете разработать ты оформляешь паттерн, заказ. да? Ты оформляешь заказ, и тебе говорится, что там через 12 недель, поскольку этот продукт делается вручную, вот там придется подождать там 2-3 месяца. А стоимость тоже достаточно высокая. Меня именно интересует, я сейчас скажу, почему спрашиваю. Понятно, что ручной труд и фабрика, да, это абсолютно несопоставимые вещи, и всегда ручной труд должен оцениваться дороже. Но когда вот кто-то только начинает, только развивается, он где-то там у себя в гараже что-то делает, то, может быть, даже стоимость, иногда думаешь, ну почему так дешево? А есть вот такие тоже, да? Мы не говорим о глобальном, о масштабном сейчас. Что такое? Конечно, есть. И здесь это есть тоже. То есть любой специалист, их очень мало. Мало хороших специалистов, мало кто умеет делать что-то руками. И чем дальше мы идем, тем меньше таких специалистов становится. То есть, условно, найти сегодня ковку, например, в Барселоне, это практически приравнивается к нулю. То есть, может быть, на всю Барселону там и окрестности 2 компании, которые супер дорогие, потому что просто уже как бы ковка не востребована. Вот, если это выполнять, это дорогое удовольствие, специалистов нет, молодежь не идет на это учиться, у них нет усидчивости, внимания там и так далее, руками они не хотят работать за небольшие зарплаты. Твое мнение, сейчас выгодно идти обучаться какому-то такому мастерству, именно ручному Мне кажется, труду? да. Эти навыки ручного труда, на самом деле, возможно, они как раз-таки будут востребованы, потому что в какой-то момент, когда мы перейдем в эру роботов и искусственного интеллекта, и, скорее всего, возможно, это прям вот произойдет там в следующие 10 лет, будут ценны такие профессии, которые действительно пришел локально, оценил, устранил, и как бы их будет действительно мало, потому что на сегодняшний день молодежь не идет и не работает на фабриках. То есть им это, то есть краснодеревщиков, например, на сегодняшний день это практически вымирающая профессия. Заказы есть, но они дорогие за счет того, что как бы сидит один краснодеревщик в возрасте, допустим, и вот это делает, он Пока знает, еще у него жив, опыт. успевайте, как Да, говорится. да. А молодежь уже как бы на такие профессии не идет. Им скучно, им неинтересно. Печально. Да, очень, очень. Ну, это все мы говорим сейчас о ручном труде. Давай тогда перейдем к фабрикам. Все-таки это основная доля твоих партнеров, да, те, с кем вы работаете, это фабрики, которые вы посещаете. Да. У меня вопрос, как вы их находите и появляются ли новые игроки на рынке? Новые игроки
Появляются, но редко, потому что им просто сложно пробиться. И дорогое очень электричество, содержание, налоги на зарплаты и так далее. То есть оборудование, в конце Там концов, каких-то очень... стартапов таких неимоверных нет, да? Ну, я пока вот не вижу такой тенденции, что Или там кто-то новые какие-то производства отпочковался, да, открывают. там работал в одной компании, решил просто, да, Ну, а уйти. есть специалисты просто как бы отделяются там условно от производства и могут там где-то в каких-то небольших количествах что-то производить, но это просто нереально. То есть в основном в своей массе компании-производители, они уже давно известны на рынке, Да. они зарекомендованы, вот как вы... Они поглощают, объединяются многие, то есть выкупают, расширяют сегмент своего продукта. Там условно, если это раньше там были только дверники, они стали там делать кухни, а потом они стали делать, я не знаю, там стеклянные перегородки, а потом они еще присоединили мягкую мебель к себе, чтобы закрывать проекты под ключ. То есть им стало это выгодно. И вот есть такие компании, которые просто расширили свой спектр услуг и начали выкупать более мелкие каких-то производителей для того, чтобы закрывать весь сегмент в реализации проекта. Ну вот такое ощущение, что ты знаешь всех. А где новые-то? Вы вообще новые, если они на рынке практически не появляются, ты практически всех знаешь. Конечно, заказы, они каждый день бывают необычными. То есть, И такой, блин, у меня такого еще не было. ну, Мне надо например, где-то клиент взять. обратился и говорит, вот я хочу там условно люстру там в стиле, не знаю, арт-деко. Вот. Ну и вот Из раковины начинаешь, морского слона. ты знаешь, что у тебя есть там порядком там, 60 фабрик только по свету. И вот тебе нужно потратить несколько часов, чтобы понять, что нравится. Во-первых, ты начинаешь высылать и предлагать. То есть ты условно вот прямо прорабатываешь какую-то одну позицию, допустим, с клиентом, чтобы понять, что мы там смотрим вот в этом направлении. Иногда даже занимается с клиентом по несколько месяцев согласовать Иногда одну прямо позицию. искать, Ну вот не искать, нравится, искать. вот не мое, не хочу. А у меня как бы всегда отношение, что, слушай, человек пришел ко мне. Для меня клиент всегда прав. Вот он хочет свои деньги потратить так, как он хочет. У него есть вот какая-то вот в голове картинка. Надо найти, надо помочь, надо приблизиться хотя бы к той задумке, которую как бы человек вот поставил задачу. И вот мы начинаем, и бывает действительно, что вот Месяцами очень долго, смотришь. месяцами ты комплектуешь сначала одну. Ура! Класс, мы прям вот даже прям радуемся, все созваниваемся командой, что класс, утвердили, нашли то, что как бы нужно. Потом переходим, слушай, а у нас вот эта вот позиция не закрытая, клиент тоже не может определиться. И вот мы прорабатываем так вот одну за другой. Представляешь, сколько заказов в целом? Ко мне, конечно, обращаются, когда какие-то только ключевые моменты и действительно не могут. Тогда я подключаюсь уже к основному процессу и зачастую могу сама вести клиента. То есть если клиент не нашел там общий язык или видение определенное там с одним из специалистов или там с дизайнером, допустим, то я начинаю там вести, вот, ну, я говорю, там, Женечка, давай посмотрим, вот что ты хочешь, давай решим, а давай вот это попробуем, а вот это, а вот там вот тебе предложили вот это, я думаю, что вот это классная идея. Нет, ну давай еще что-то. Кать, у нас еще остался такой вопрос по сотрудникам. Команду ты начала собирать или ты уже пригласила тех, кто вокруг тебя был? А мы сделали шоурум, а теперь мы хотим, чтобы вы работали с нами. Ну, у нас команда уже сплоченная, и работаем мы со многими специалистами, потому что не каждый проект ты выполняешь с одной или той командой. То есть ты формируешь всегда команду под проект. Вот. Основной менеджер, который у нас работает в шоуруме, прекрасная девушка Арзу. У девушки 3 высших образования. Она экономист и лингвист, и еще у нее какое-то дополнительное образование. Сейчас я уже не помню, работаем давно. Владеет 7 языками. Арзушек наш — это тоже такая звезда нашей компании. Она становится постепенно проект-менеджером на определенных объектах. Вот. Ну и вот дальше уже формируется команда под проект. То есть в зависимости от задачи у нас комплектаторы сидят в основном в Италии, а здесь мы работаем коллективом в зависимости от задачи. А если кто-то увидел сейчас ваше интервью,
где-то на просторах социальных сетей и хочет попасть к вам в команду. Каким образом это можно сделать? Ну, связаться с нами. Вы рассматриваете? Сейчас, наверное, еще нет, потому что у нас достаточно большая команда, но мы открыты к новым сотрудничествам и знакомствам всегда. То есть для меня вообще одна из таких вот, наверное, важнейших статей знать и быть знакомой со всеми специалистами, потому что никогда не знаешь, к кому нужно обратиться. Поэтому бывают проекты, где не хватает рук, когда нужен дополнительный человек. Вообще, на самом деле, у нас такая задача или миссия — давать другим работу. То есть, условно, бывает, что мы привлекаем дополнительных специалистов, мы даем им определенный объем работы, и как бы мы знаем, что мы можем там в команде отработать. Ну, конечно, это все вот проверяется с мелочей, и остаются самые сразу на устойчивые. огромный проект не берете. Вы прям постепенно каждый должен пройти через практику, Да. показать себя. И, ну, условно, чем успешнее реализован предыдущий проект, тем более масштабный будет следующий. Да, у нас так вообще абсолютно с каждым специалистом. То есть даже могу привести пример. У нас девочка в команде уже очень долгое время. Ей, к сожалению, доставались поначалу только санузлы. Вот разработка там определенных достаточно сложных, я вам скажу, задач в санузлах, то есть спроектировать до мелочей, где-то там в стене какая-нибудь ниша, там умный унитаз внедрить, показать, как это клиенту как бы выглядит на чертежах, какие там схемы, какие подводки нужны и так далее. И она вот один за другим справлялась настолько, что мы думаем, слушай, когда же мы ей быстрее дадим большой проект? Когда человек с уважением относится к задаче, с уважением относится к своему клиенту, как она вела на английском, как она вела на русском языке, то есть какая у нее вообще документация, подготовка была там и так далее, то есть это большого стоит. И так вот абсолютно все. Слушайте, ну каждый же должен ходить в туалет. Там, я не знаю, кабинета может в доме не быть, но туалет быть обязан. Обязательно, это вообще... Поэтому она самую важную сокровенная миссию выполняла. Скажи, мы все время говорим о частных каких-то объектах и клиентах. А вот юрлица, они могут тоже к вам обратиться? Конечно, если вы дизайнер, если вы архитектор, приходите к нам. Мы помогаем комплектовать профессионалам, потому что не у каждого дизайнера или архитектора есть руки или какие-то дополнительные технические данные о том или ином материале, допустим, о той или иной технике, оборудовании, то мы с удовольствием поможем своим экспертным мнением, сможем откомплектовать, ну и сопроводить в проекте. Хомстейджеры, да, наверное, тоже могут. Хомстейджеров у нас нет, Значит, как должны таковых, быть. но, в принципе, я была бы рада знакома, потому что были пару запросов от агентств, когда нужно было для клиентов создать именно вот хомстейджинг. Да, для того, чтобы повысить финансовую оценку данного жилья, либо Да. арендного, либо на продажу. Мы именно в этом заключается. Я просто абсолютно цель. всегда открыта к новым знакомствам и новым специалистам, поэтому буду рада. Приходите. Может быть, где-то и поработаем. Слушайте, ну супер, это очень классно. Я думаю, на сегодня все. Давайте не забывать, что у нас была Екатерина из Форум Групп, руководитель, соучредитель компании, и вы увидите в следующих выпусках новых специалистов из их компании. Женечка, спасибо большое за приглашение. Это одно было удовольствие пообщаться, рассказать. Ждите новых историй. До новых встреч! С вами были реальные персоны Барселоны. Всем пока!